Привет всем! В этом видео сделаю небольшой обзорчик бытового ваттметра. Это устройство предназначено, во-первых, вы можете посмотреть характеристики сети, это напряжение, частоту, и также с помощью него замерять потребление электроэнергии разными бытовыми приборами. То, что вы сюда подключаете, вы можете посмотреть, какая мощность прибора, вы можете засечь, сколько потребляет прибор за определенное время. Если вы сюда установите тариф, то вы можете посмотреть, сколько он вам денег намотал. Пользоваться прибором очень просто. Здесь функциональные кнопочки. Сейчас я расскажу, как все это настраивается, подключается. С обратной стороны у нас есть паспортная табличка с характеристиками. Производитель Intertec. И здесь все характеристики его указаны. Напряжение 230-250 вольт. Максимальный ток 16 ампер, мощность, которую сюда можно подключать 3680 ватт. Но я думаю, больше 2 киловатт сюда подключать не стоит, потому что если будет где-то плохой контакт с вилкой, то это устройство, розетка это может расплавиться. Я думаю, больше 2 киловатт сюда подавать не стоит. И дальше здесь максимальное значение тарифа 99.99, то есть максимум 99 рублей. Надеюсь, такой цены никогда не будет на электроэнергию. Потом сумма максимальная, сколько можно засечь потребляемой электроэнергии, это 9999 киловатт. И также значение в деньгах максимальное 9999. Пользоваться прибором просто. Здесь кнопочка Function. Когда мы ее нажимаем, загорается дисплей. Здесь есть встроенный аккумулятор, скорее всего какой-нибудь суперконденсатор, который заряжается от сети и потом позволяет прибору работать автономно. Например, вы хотите посмотреть, сколько здесь намотало электроэнергии. То есть вы зашли, посмотрели, не нужно включать прибор в розетку. И также нужна еще эта батарейка, чтобы сохранялись все настройки. Например, выставленный тариф электроэнергии, чтобы не стерся. Также он здесь сохраняется в памяти. Итак, смотрим, что у нас здесь есть за функции. Киловатт-часы. Это потребляемая мощность. Сколько прибор, подключенный сюда, может потреблять электроэнергии. Ну, сейчас мы его подключим, проверим что-нибудь. Дальше у нас напряжение сети 220 вольт, частота. Дальше переключаем. Это ток потребляемый. Power factor – это коэффициент мощности. Дальше у нас минимальное потребление электроэнергии в ваттах. Дальше максимальное потребление электроэнергии в ваттах. Тут у нас, если выставить тариф, то будет сумма уже в деньгах, которую намотали. Дальше у нас в ваттах это потребляемая мощность мгновенно показывает, сколько прибор потребляет. И заново по кругу перелистывается киловатт-часы, сколько потребило. Чтобы выставить тариф электроэнергии, нам надо нажать кнопочку Cost. На 3 секунды зажимаем ее, чтобы зайти в меню настроек. Вот мы зашли, здесь мигает значение cost киловатт-час, это у нас тариф. Чтобы его выставить, нужно нажать однократно Function кнопочку и выставлять тариф. Первое значение нам не нужно, переключаем на второе и выставляем нужное значение. В Украине тариф гривна 68, я буду выставлять гривна 68, так как я в Украине нахожусь. В России там 4 с чем-то рубля. То есть вы с помощью вот этих кнопочек up-down выставляете нужное значение. Там в России 4 рубля, в Украине гривна. Дальше нажимаем Function, переключаем на следующее значение и выставляем уже в копейках, какая стоимость. То есть я выставляю гривна 68. Выбрали. И нажимаем Cost, чтобы сохранить значение. Вот, сохранилось. Cost киловатт-час перестал мигать и вышло из меню настроек. То есть все, тариф у нас настроен. И теперь протестируем прибор. Подключаем его в розетку. Подаем питание. Загорелся сразу дисплей при подаче питания. В ваттах у нас показывает пока что 0. Напряжение сети 230 вольт, но когда мы подключим чайник, оно просядет чуть-чуть, скорее всего, это из-за того, что я использую удлинитель. Так, включаем чайник в розетку и запускаем.
Вот сразу показывает потребление. Чайник потребляет 1,8 киловатта, то есть 1800 ватт примерно мощность чайника. Хотя написано, что он 2 киловатта, то есть по факту он 1,8. Дальше переключаем. Это показывает потребленную за определенное время электроэнергию. Вот считается. Это напряжение сети 215 вольт, оно просело, то есть холостую было 230, под нагрузкой 215. Ну, скорее всего, это из-за удлинителя. Частота 50 Гц. 8,3 ампера это ток, который течет в цепи. Коэффициент мощности там единица равняется. Это минимальная мощность, то есть когда было отключено, у нас было минимальное 0 потребления. Это максимальная 1811 ватт, сколько потребляет наш чайник. И тариф, то есть вот он считается в сумме уже в деньгах, то есть 7 копеек. Вот за вот этот промежуток, что я включил, чайник намотал 7 копеек. Выключаем чайник, чтобы он не шумел. Вот в принципе все функции этого прибора. То есть все можно посмотреть, засечь, посчитать потребление электроэнергии как в киловаттах, так и в стоимости. Всем спасибо за просмотр. Ссылочку на это устройство я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.